Весна в Ташкенте – это такая короткая пауза, зазор между зимним бесцветием и обжигающим летом, когда город на мгновение становится прозрачным. Листва еще не успела все спрятать, и скелет города, его архитектура, проступает сквозь воздух во всей своей графичной резкости. Мы на проспекте Алишера Наваи. Когда-то здесь проходил шов. Край старого махалинского Ташкента касался города нового, европейского. Здесь менялись стили и сталкивались сами представления о том, как вообще должен жить человек. Проспект Наваи похож на палимпсест. Это когда каждая эпоха пыталась затереть предыдущую, перекричать время. Тяжелое достоинство сталинских фасадов с нашими воздушными деталями, резные панджара, иваны, рядом сейсмический модернизм, выросший из руин после 1966 года. Дальше амбиции позднего социализма и тут же нарочитый блеск Ташкент-Сити. Этот район всегда был витриной. Здесь строили так, чтобы заявить о вечности. Но за этим парадом фасадов в самом центре шума и суеты есть точка абсолютной тишины. Стоит свернуть во двор, и масштаб меняется. Громадные башни вдруг становятся просто фоном для двух скромных куполов. Немногие ташкентцы бывали здесь или хотя бы знают об этом месте. Но для наших соседей из Казахстана здесь особенное место. Сегодня воскресенье, я вижу паломников, они едут за сотни километров. У сувенирной лавки надпись «Кедесей». Смотритель плавно переходит на язык гостей. И тут понимаешь, пока мы чертили проспекты, внутренняя духовная география оставалась неизменной. Ислам Каримов приходил сюда вместе с Нусрутданом Назарбаевым. Здесь совсем рядом с посольством и улицей Абая вся политика и протоколы меркнут перед чем-то более сущностным. Здесь сплелись две тени. Первая – шейх Фавинди Тахур. Внутри его мавзолея стоят сауры, окаменевшие деревья. Легенда говорит, что их посадил сам Александр Македонский. Шейх завещал похоронить себя рядом с этими свидетелями вечности. А вторая тень – Толя Би. Калдыроч Би, святая ласточка. Мудрец, который во время войны отказался уходить из дома, потому что в куполе его юрты ласточка свила гнездо. «Разрушить дом птицы значит разрушить мир в самом себе», — сказал он врагам. И те отступили перед этой тихой правдой. Посмотрите на эти купола в кольце высоток. Здесь Ташкент чувствуется по-другому, по-настоящему. Мы можем менять флаги и строить небоскребы, но город живет, пока в нем остаются такие неприметные опоры. Напоминание о том, что милосердие одного человека иногда оказывается сильнее армии, а память народа прочнее любого бетона. Ташкент измеряется тем, что мы построили вчера, и тем, что мы не дали разрушить сегодня. И что бы ни происходило вовне, берегите мир внутри себя. Сохраните свою ласточку.